Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Поездка, оборвавшая жизнь. Маленькие дочки 25-летней иркутянки Надежды Поляковой, которая в мае 2020 года погибла от рук изверга, теперь подолгу разглядывают маму на старых фото, видео и плачут. Муж Надежды, Руслан, тяжело переживающий трагедию, не решился рассказать детям, что ее больше нет. Помогла бабушка, которая призналась девочкам, что Надежду убил плохой дядя. В 2020 году эту трагическую историю обсуждал весь Иркутск. Утром 23 мая Надежда Полякова бесследно исчезла после того, как отправилась в село Еловка к дочерям 2 и 4 лет. На тот момент девочки гостили у бабушки с дедушкой, но до места назначения Надежда так и не добралась. Искали ее всем городом, ориентировки были опубликованы в пабликах в соцсетях. Спустя 2 дня наспех закопанное тело нашли в лесу недалеко от Еловки. Как ее убивали, вскоре стало известно. Это преступление потрясло местных жителей своей жестокостью. Надежда Полякова была замужем, познакомилась со своим будущим спутником в той самой Еловке. Поженились, пара переехала в Иркутск. Супруги растили 2 дочек. Муж Руслан работал дальнобойщиком, Надежда была в декретном отпуске по уходу за детьми. 22 мая 2020 года у Надежды был день рождения, ей исполнилось 25 лет. Но большого праздника делать не стали. Решили, что карантин не время для гостей. К тому же муж вернулся лишь вечером после загрузки товара, а рано утром ему нужно было отправляться в рейс. Супруги только попили чаю с тортом, а незадолго до этого в гости к Поляковым заезжала сестра Нади, Мария. Мы болтали, смеялись, нехорошего предчувствия ни у кого не было. Надя звала нас с семьей в гости, мол, наступает лето, надо ребятишек куда-нибудь сводить и самим пообщаться, вспоминает Мария. Думали, в конце июня карантин кончится и можно будет повидаться. Потом мы поехали домой в Никольск и заметили, что забыли сумку. Позвонили Наде и решили вернуться. Она вышла нам навстречу, отдала рюкзак, улыбнулась и помахала. Это была наша последняя встреча и последний разговор. Мария говорит, что сестра планировала, когда муж вернется с работы, поехать с ним за дочками, которые гостили у свекрови в Еловке. Но Руслан пришел поздно и поездку решили отменить. А утром, когда муж уже отправился в рейс, Надя внезапно решила поехать за девочками сама. Итак, 23 мая 2020 года около 10 утра Надежда доехала на маршрутке до 0-го километра Александровского тракта. Там решила выйти и поймать попутку, а буквально через час ее телефон стал недоступен. Мы всегда ездили в Еловку только вместе. Либо мой отец приезжал и забирал Надю, рассказывает ее муж Руслан. Но в этот раз у него не получилось, а я был в рейсе и находился в Чите. 23 мая жена позвонила мне и сказала, что поедет одна. Я не думал, что она станет ловить попутку. В том направлении много маршруток, да и ехать она собиралась утром, так что вроде ничего страшного. Село Еловка находится на Александровском тракте по дороге на Усть-Уду. Причем трасса проходит прямо через населенный пункт. Проблем с транспортом нет. Через Еловку проезжает множество маршруток. Но Надежда почему-то решила, что быстрее на попутках. Она поймала машину в Иркутске и доехала до поселка Малая Топка. Дальше водитель сворачивал, а Надежде нужно было прямо. Поэтому она вышла и снова стала ловить попутку. В этот раз водитель подвез ее до поселка Урик, где и высадил около автозаправки. Надежда прошла немного по трассе мимо АЗС и начала голосовать. Ее видели сотрудники заправки, другие водители, но притормозил рядом водитель белого грузовичка. Он спросил Надежду, куда она направляется, и, услышав, что в Еловку, любезно согласился подвезти. Надежда села в машину. Проехав несколько километров в сторону Еловки, мужчина неожиданно свернул с трассы.
Заехал в лес, прямо в салоне накинулся на попутчицу и жестоко изнасиловал ее. А потом, испугавшись, что придется отвечать, изверг связал ее веревкой и бросил в кузов грузовика. У Надежды не хватило сил, чтобы выбраться и убежать. Она сказала: «Я все сделаю, только не убиваем», позже рассказывал преступник на допросе. «Я уже выехал на трассу и поехал в сторону города, но по дороге решил, что надо убить ее». В километре от центральной дороги я остановился, она выбежала, побежала, я ее догнал, привел обратно к машине. Она сказала, что она все сделает только ради того, чтобы я не убивал ее. Я ей связал руки, потом ноги, положил ее в кузов, выехал на трассу, на главную дорогу, повернул в сторону города. По дороге я принял решение убить ее. Он хладнокровно задушил женщину, забрал ее украшения, закопал тело и сумку, а потом спокойно поехал в город. Сестра Надежды рассказывала: утром Надя позвонила свекрови, сказала, что будет выезжать. Та предлагала остаться ей дома и приехать за ней позже. Но Надя решила, что доберется сама, лишь попросила натопить баню, продолжает Мария. Последний вызов от сестры был в 11 часов 11 минут. Свекровь взяла трубку, но на том конце был слышен лишь шум машины. «Я в тот день огород сажала, а потом Руслан позвонил моему мужу и спросил, не знаем ли мы, где Надя. Тут уже все начали беспокоиться». Утром 24 мая 2020 года родственники Надежды обратились в полицию с заявлением о пропаже человека. Надежду Полякову искал весь Иркутск. Ориентировки были опубликованы везде. Искала полиция, волонтеры, поисково-спасательный отряд 111.62. Поисками на местности несколько дней занимались более 100 человек, пока следователи не дали им отбой. 25 мая 2020 года Надежду нашли в лесу, недалеко от Еловки. Шансов на спасение у нее не было. Сначала был установлен водитель, который подвозил Надежду с места первой пересадки. Мужчину нашли и опросили. Он подтвердил, что вез красивую молодую девушку, но высадил ее в поселке Урик на автозаправке. Его слова подтвердили не только заправщики и случайные свидетели, но и кадры видеосъемки с камер наблюдения. Мужчина сообщил, что видел, как девушка садилась на тракте в белую «Газель». И все. На трассе Надежду и проезжавшую там же белую «Газель» камеры зафиксировали тоже. Но, как оказалось, в области зарегистрированы 933 подобные машины. Многие видели, как молодая женщина садилась в белый грузовик. Помогли свидетели, помог один из заправщиков АЗС. На помощь сыщикам пришли современные методы и компьютерные программы. Удалось улучшить изображение и разглядеть номерной знак белой «Газели». 26 мая 2020 года убийцу задержали. Им оказался 45-летний Денис Смоленинов. Со слов полицейских, подозреваемого обнаружили в одном из СНТ в районе Плишкино. Смоленинов был не женат, жил один. При этом одна из его бывших женщин воспитывала несовершеннолетнего ребенка Дениса. В прошлом он окончил 9 классов 71-й школы города Иркутска. Официально безработный. Мать Смоленинова злоупотребляла крепкими напитками, поэтому Дениса и его младшую сестру воспитывала бабушка. После ее смерти Денису и сестре досталась квартира. Продав бабушкины хоромы, наследники купили жилплощадь сестре и участок с домиком в СНТ брату. В последнее время Денис Смоленинов жил на средства от сдачи металлолома. Вот и в тот день, 23 мая 2020 года, он поехал на поиски металла. На дороге увидел голосующую Надежду Полякову и решил подвезти. Подсудимый утверждал, что все произошло спонтанно, просто свернул в лес. На допросе Смоленинов спокойно и буднично рассказывал, что и как делал. Мучения Надежды Поляковой длились около 2 часов. Она до последнего надеялась, что ей удастся спастись. Кричала, пыталась выпутаться из веревки, но ничего не получалось. Злоумышленник даже останавливался. В этот момент Надежда просила его развязать веревки, которые причиняли ей боль. Мужчина согласился, ослабил узлы. В это время девушка успела вырваться и пробежать пару метров. Но Денис схватил ее и, наспех закинув обратно, поехал дальше. Затем он снова свернул в лесополосу, где задушил свою жертву, выкопал яму и спрятал тело. 26 мая задержанный показал место, где закопал тело, сумку Надежды и сжег ее вещи – телефон, паспорт и сим-карту. А в его доме нашли золотые украшения погибшей. Очевидно, мужчина ждал, когда утихнет шумиха и прекратятся поиски, чтобы сдать изделия в ломбард, не привлекая внимания, рассказали следователи. На опознание Надежды пришли ее супруг и сестра. Им понадобилось всего пара секунд, чтобы убедиться, что это она. Кроме следов от веревки и пары синяков, на теле погибшей не было видимых повреждений. Вероятно, женщина не сильно сопротивлялась в надежде на то, что
насильник ее отпустит. Надежду Полякову похоронили 29 мая в Еловке. При обыске в доме подозреваемого сотрудниками правоохранительных органов, помимо драгоценностей, снятых с Надежды, были обнаружены пакеты с марихуаной весом более 20 килограммов. Смоленинову предъявлен целый ряд обвинений. Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, убийство, сопряженное с изнасилованием, кража с причинением значительного ущерба, а также он был обвинен в хранении наркотиков. 3 ноября 2020 года, в день, когда Смоленинову исполнилось 45 лет, он услышал приговор суда. Мужчина получил 20 лет лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии строгого режима. Помимо этого, после отбытия срока Смоленинов будет ограничен в свободе на 1 год и 10 месяцев. Муж погибший решил, что апелляции подавать не будет. Говорит, устал от судов, от вида убийцы, хотя считает, что срок маловат. «Меня бы не устроил даже пожизненный срок для него», сразу после суда тяжело говорит Руслан. «Считаю, что здесь справедлива была бы только смертная казнь. Более суровый приговор заставил бы призадуматься других, но у нас мораторий». К слову, изверг, по словам Руслана, так и не смог объяснить, зачем он все это натворил, но раскаялся и принес свои извинения. «Это и стало смягчающими обстоятельствами», продолжает Руслан. «А еще то, что у него есть несовершеннолетний ребенок. Но мне никакие извинения не нужны. Миллион жизней этого человека не стоят одной жизни Надежды и не заменят детям мать». Руслан продолжает ездить в длительные командировки. После каждого рейса он мчится к дочкам, за которыми сейчас присматривает бабушка. А когда девочки видят фото или видео мамы, они начинают дружно кричать «Мама на небе». Муж Надежды Поляковой винит во всем себя. Почему не отговорил жену ехать одной в деревню? Он искренне недоумевает, почему его жена не поехала на маршрутках, которые ходят каждые полчаса. Но девушка решила, что на попутках быстрее. Или, как многие из нас, просто верила, что именно с ней ничего не случится. Как вы считаете, справедливо ли наказание для убийцы? Как дальше будут расти две маленькие девочки без родной матери? И что могло бы уберечь ее и других девушек от такой ужасной участи? Пишите свое мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.